Сегодня в ролике удлинитель на катушке Lumira U1601. И я покажу, почему бы я больше не купил именно эту модель. Материал контактной группы этих розеток латунь. Указано также, что используется немецкая арматура для опрессовывания вилки. Не понимаю, что это, ну посмотрим, что внутри. Длина 40 метров, напряжение 250 вольт, номинальный ток 16 ампер, максимальная нагрузка, внимание, 3,5 киловатта. Что у меня с ней? Видите, как она выдерживает 3,5 киловатта? Давайте же разберем ее и посмотрим, почему все так. Я буду по ходу рассказывать, из-за чего это все произошло. Вот как видно, какая красота. Одна только осталась живой. Вооружился. Вот 3 отвертки, 2 плоских, 1 крестовая. Паяльник. Сразу же покажу, что купил, потому что в таком состоянии оставлять нельзя. У производителя на официальном сайте есть заведомо вот такой запасной вариант вот этой вставки из дешевого пластика и с тонюсенькими контактами внутри. Мы ее сейчас уже разберем и посмотрим. Винты, как видим, сами нарезают себе путь. Две шайбы и шплинтик небольшой. Внимание, перед подключением нагрузки полностью размотать шнур, что я всегда и делаю. Еще момент, посмотрите. Вот как кабель присоединяется к контактам. Просто завальцован, без напайки, без ничего. Вот и все. Вот так это все выглядит. Слабенько, очень слабенько как-то. Вот так выглядит новый элемент с розетками. Ну, внутри все тоже. Все те же тонюсенькие контакты. Да. Вот советский вариант. А вот современный. Это пластик, а это, ребята, карболит. Он прочный, он не ломается, не бьется практически при падениях. И он не плавится от температуры. Я понимаю, что сейчас все производители идут по пути удешевления, но не для переноски, которая по заявлениям должна выдерживать 3,5 киловатта.
Так, подготовил необходимую длину. Вроде примерил. Зачистил где-то по сантиметру. Ну вот что касательно жилы. Ну не знаю сколько тут. Есть тут 2,5, нет. Утверждать в принципе не буду, но по виду мне кажется 2,5 квадрата здесь нет. 2 вот так на глаз есть, но не 2,5. По заводу отгибается вот эта часть, просто заводится кабель и обжимается. Я же сейчас его отгинаю, пропаяю и загну. Вот так пропаиваю, буду кабель припаивать и плюс еще загинать вот этот усик. Вот таким образом хорошенько все пропаял и обжал. Старался делать так, чтобы кабеля не пересекались. То есть один кабель ушел сзади. Сверху изоляция очень толстая. Смотрите, в отношении самого кабеля. Это при том, что вот эти отверстия, это еще одна изоляция. То есть судить по кабелю вам. Дубовая, на холоде очень твердая. Ну, такое. Обратить ваше внимание на качество покраски самой катушки. То есть при неоднократной установке на твердую поверхность, ну вы видите как, да, пластик вроде бы целый, а сама катушка облазит сильно. Так что, ребята, кому был все-таки полезен мой ролик, оцените. Решать вам, покупать или не покупать такое изделие. Судя по всему, у Лемиры все оно стандартное, эти катушки. Просто меняется основной провод, ну и его длина. Поэтому решайте сами. Больше бы не обратил внимания на этого производителя, потому что, ну, как-то несерьезно все. Не говорю, что она совсем плохая, она нормальная, я ее использую. И главное ее достоинство — это длина кабеля в 40 метров. Я только из-за этого ее брал, чтобы использовать на даче или на стройке, чтобы можно было инструментом работать
так сказать, по всей территории. Так что, ребята, всем пока, удачи!